Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию. Тут такие классные легендарки мне сейчас выпали, я смотрю. Это, во-первых, Джакира, это Зевс, это Дух Пятерка. И по идее я могу здесь сделать овер-сильный билд магов. Я бы даже сказал, это самый сильный билд магов. Это через 5 драконов, 4 бога, 4 элементалиста и 9 магов. Просто как Эминем зачитал. Буду стартовать, скорее всего, я через шаманов, либо же через богов-орков, а потом буду перестраиваться. Либо же, можно будет попробовать через друидов и зверей, через сумоны сыграть. Это будет даже намного проще, мне кажется. Хотя, все будет зависеть от того, как оно будет приходить. В идеале, конечно, стартануть через 6 рыцарей, чтобы сразу у меня было 3 человека. Либо же стартануть через магов людей. То есть, это вообще было бы шедеврально. Но... А неплохо мне сейчас пришло, я смотрю. Классно бы, я даже сказал, мне пришло. Кстати, есть дух пятерка. Ману плюс 40 я беру по-любому. Мне нравится этот универсальный предмет. Если бы еще колечко было бы вообще вот так. Вот так. Я всегда со старта беру либо колечко, либо же ману плюс 40. В идеале, чтобы эти два предмета взять. Либо же, если у меня эгида падает на втором раунде, то я по-любому беру дискорд. Дискорд это просто must-have шмотка для нее. А что это за праздник живота такой? Я сейчас не понял. Чего мне так сильно пришло? Взять ли орков? В самом деле, можно попробовать через шаманов еще катнуть в этой катке. Наверное, я все-таки возьму орка-шамана, а лишним это явно не будет. И еще одну ману плюс 40 я тоже возьму. Почему бы и нет? А знаете, давненько я не керил Лину. Через физический билд. Может попробовать? Я не знаю, что происходит, но мне очень сильный стол сейчас пришел. Марси, Эгида, Молот. Я надеюсь, конечно, я ошибку не сделал, что не взял предмет на отражение урона. Я, кстати, возьму все-таки Марси. И, наверное, выставлю вместо Лины Эгиду еще. Естественно, в Марсе я закидываю как Мьёльнир, так и ману плюс 40, чтобы она максимально быстро свою способность закастовала и начала уже джарить по полной программе. Кстати, посмотрите, оцените вот этот скинчик на моей Марсе. Такой прикольный скинчик, на самом деле. Не самый лучший, конечно, но он очень красивый. Там, кстати, какой-то ивент запустили, и я на следующем стриме буду запускать ивент с подписчиками, потому что без вас я его пройти не смогу, естественно. А там бесплатный скинчик есть, что-то там еще можно получить. В общем, ну, мне нужна ваша помощь будет. Когда будет стримчик, естественно, я напишу в Телеграме. Так. Если что, тролля жреца я взял для того, что мало ли, может у меня получится через лустрик еще поиграть. То есть, либо я буду сейчас идти через винстрик, либо же через лустрик. Одно из двух. Меня, кстати, я не закончил свою мысль по поводу духа жреца. Просили меня очень сильно, очень... Что ж такое, почему я заговариваюсь? Алло, успокойся. Санечек, все, давай. Вдох, выдох, сосредоточился. Пора раскатывать. В общем, меня просили записать жрецов. В текущей мете это очень сложно сделать. Очень тяжело реализовать их по той лишь причине, что почти в каждой игре находится либо шаман, либо же пачка гритеров. Одно из двух. Либо же суммонер, еще хуже. О май гад. Так, это моя остановочка. Все, ребят, я перебываюсь. Я там говорил какие-то драконы, маги, боги, элементалисты? Не. Это гритеры. Гритер на 6-м раунде это круто. В самом деле я обожаю гритеров. Раньше, вот где-то полгода назад я гритеров не любил от слова совсем. Я просто не понимал, как на них играть. Я вообще не понимал, как на них играть. Зато сейчас, когда я разобрался полноценно в гритерах, я считаю это самым универсальным билдом в целом в игре. Он играет против всех, и, естественно, все играют против гритеров. Очень мало билдов, которые могут не противостоять гритеру. Очень мало таких билдов. Те же самые рыцари спокойно переживают гритера. Да элементарно, ты можешь гритер против гритера драться и гритером своим другим вынести гритера другого. Короче, я считаю это очень сильный билд.
через гриттеров, и он максимально универсальный и максимально сбалансированный билд. Единственное, что влияет, это подбор фигур. Я же все время стараюсь играть максимально через чистый урон. Но так как в этой мете нежить рулит на 110%, на ней абсолютно все играют из-за этой имбалансной муэрты, она, конечно, не супер имбалансная, но ей тяжело противостоять. А гриттеры это могут сделать, по той лишь причине, что у вас мало фигур. Естественно, вы можете сделать две нежити, чтобы когда нежить против вас попадалась, если там вдруг фуловая нежить, то из ваших фигур, конкретно, вот у вас, допустим, стол из 7 человек, у вас две нежити будет, соответственно, на две нежити меньше вы призываете. Но и также это работает и против вас. У вас все равно остается 5 фигур третьего уровня, естественно, если вы их собрали третьего уровня. И тут палка о двух концах. Если у вас сильный кор, он все это вывозит, все зачищает, все выносит. Но есть еще такой один интересный момент. Вместо Лины, наверное, я все-таки поставлю тролля сейчас. У него есть АОЕ способность, топоры. Он может как замедлить, соответственно, противника, так и наоборот. Плюс, если манту ему закинуть, то он там вообще будет божить, если в двойку собрать его. Он прям очень сильный персонаж. Чел уже Муэрту нашел. Кстати, еще один момент. У Гриттера вы можете Муэрту закинуть. Так вот, давайте я перейду к тому, почему немножко трудно играть, допустим, против нежити или против охотника, когда у вас противник собирает Муэрту как керри. Да, на нее спрос сейчас огромный, и собрать ее в тройку довольно-таки тяжко. Но если противник все-таки в тройку ее собрал, у вас есть проблема. У вас есть всего лишь окно в 3 секунды. И в эти 3 секунды вы должны ее задушить. Соответственно, контрят ее предметы как хекс, обезоружи всякие. То есть любой контроль ее очень сильно контрит. Соответственно, гриттеры здесь проявляют себя на 110% из-за того, что они накидывают хрону. И если хрона правильно поставилась, то вы за хрону чистите весь стол нежити. После вы чистите Муэрти лицо, выкатываетесь в винстрик и кайфуете от игры. Боже, как хорошо приходит. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Давай тогда до конца игры. Давай мне сейчас раннюю Лину в троечку, либо раннюю Марси в троечку. Наверное, все-таки зря я это сказал. А знаете, почему зря? Потому что раз я так сказал, катка не будет изичная. Катка будет нервная. Я еще искал очень долго ее. Я где-то минуты 4 ждал поиска, чтобы найти каточку, поэтому... Ох, я думаю, все не будет так просто. Там он чел с винстриком, он ко мне не приходил. У него эти охотники. Если ему сейчас повезет, он кучу тычек сделает и все. Никар, волховайся. То, о чем я говорил. 3, мать его, охотников. 3. Они просто меня душанули только что. Они мою Марси испепелили. Он забрал мой винстрик. Падло. Я за тобой приду. Запомни это. Запомни этот день, когда ты сделал огромную ошибку. Как я ненавижу огромный винстрик отдавать своему сильному сопернику. Знаете почему? Потому что у него сейчас 33 монеты. У него хорошая экономика. Он чувствует себя замечательно. У него 3 охотника, 3 мертвеца, 2 пещерника. Там чел уже луну в двойку нашел. Почему, когда... Ой, короче. Я только что хотел сказать то, почему, когда я играю на керри луне, она мне не приходит рано. Мне она приходит очень поздно. Но это подкрутка по-любому. Поэтому я когда не удивляюсь даже. Ладно. Ну как же мне нравится Марси. Насколько же она сильная. Насколько же она сильная. Ей не нужны предметы на скорость атаки. Вау. Вот бы Лина немножко раньше мне пришла в двойку. Так, ну я возьму барабан войны. Не острые наручи, а барабан войны. Мне нужно как можно больше маны. Соответственно, чем больше будет у меня маны, и чем быстрее со старта я кастану свою хрону, тем лучше. В идеале, чтобы у меня было 2 пары арканцов. Это в идеале. Ну, конечно, я многого хочу. Я, кстати, арканцы сейчас отдам Гриттеру и поставлю его вот как-то так. Тем самым у меня все будут получать ману в округе. Кстати, Лина в двойку со старта, когда вот так вот приходит под Гриттером, это очень сильно. Я надеюсь, он винстрик немножечко поддержит для меня, когда я к нему приду, чтобы забрать свой винстрик обратно домой.
просто посмотрите, насколько Марси, Лина разваливает. Ну, конечно, она, если сравнить с Марси в единицу, Лина слабее. Ух ты. Хо-хо-хо. Так, так, так. Не, ну массовый урон мне нравится. Я эгиду не буду пока ставить на стол. 6 эльфов это проблема. Я, наверное, Абадона, кстати, соберу. Если против меня соберется нежить, она по-любому здесь соберется, вон там чел целенаправленно ее собирает, то у меня хотя бы будет из двух фигур не будут перерождаться нежить из двух фигур. Так что для меня это огромный плюс. Плюс в том, что не будет перерождаться нежить. Я думаю, все-таки Абадона и жреца я так и оставлю. То есть пусть у меня будет Абадон и вот этот жрец нежить. Две фигуры, которые я соберу в тройку. Я думаю, это не будет слабо. Наоборот, я думаю, это будет намного сильнее. Моего Грита схавали. А, не, фух, мне... Вот это у меня невнимательно, здесь 110%. Мне только что показалось, что моего Гриттера схавали за 0,01 секунду, а я забыл, что я его в середину поставил. Я такой смотрю на первую линию. А где он? Где он? Я сейчас не понял. Держи мой винстрик, держи, дорогой. Я сейчас к тебе иду. Готовься. Минус, конечно, в том, что если я ему сейчас рано не приду и не собью винстрик, то он настолько огромный будет. Я, наверное, кстати, резака не буду собирать. Ни резака, ни разора. И я намного раньше буду ролиться. Намного раньше. Вот сейчас, когда я выйду в 50 монет, я сразу начну ролиться. Мне нужно найти... Как ты Муэрту в двойку нашел? Объясни мне. Каким образом... Ну... Как? Почему, когда я играю на нежити либо на охотниках, я Муэрту в двойку вообще не могу собрать? А пацаны ее на 13 раунде собрали. Ну, один человек, ладно. Один человек собрал его на 13 раунде, окей. Не, Разор хорошо чистит пуш столы. Бесспорно. Эх, винстрик сняли с него. И это был не я. Обидно. Как-то так, наверное, расстановку сделаю. Думаю, так будет намного сильнее. Там чел, который сбил ему винстрику, находится в правом верхнем углу. Соответственно, там все мои ребята. Ну вот, кстати, смотрите, сейчас он ко мне пришел снова. И давайте посмотрим, смогу я его забрать в этот раз, или он мне лицо оторвет. Ну вот, как видите, если бы он сейчас ко мне пришел, я бы сбил его винстрик, забрал бы себе винстрик. Ну, закон подлости таков. Он гласит красиво. Что мне не придет как надо. А где мое усиление? В Марсе есть, окей. Я не буду омников, наверное, собирать. Я лучше оставлю Абадонов. Хоть Абадон намного слабее, чем омник, как по мне. Но из-за того, что против меня будет нежить, я хотя бы... Ну да, я хотя бы себе на одну фигуру уменьшу. То есть у меня на одну фигуру будет меньше перевоплощаться зомбарей. Надеюсь, я сделал правильно. Либо в комментариях... О, кстати, байт на комментарии. Кого бы добавить еще из нежити вместо Абадона? То есть вот жрец нежить по-любому, потому что у него чистый урон плюс хилит. А вот кого вместо Абадона можно поставить? Вот такого персонажа, от которого я буду получать огромный импакт против нежити, против Муэрты, Керри и тому подобное. То есть, чтобы было довольно-таки легко собрать, и это не фиолетовая фигура. Не, ну, конечно, фиолетовую фигуру тоже можно, но, наверное, лучше все-таки там фигура за 3 монетки, так как я буду на 6 уровне ролиться, на 7 уровне ролиться. До 8 тяжело будет дойти, скорее всего. Хотя не знаю. Муэрта, я как-то хотел попробовать ее закерить, но в текущей катке... Кстати, может быть, Никса попробовать собрать? Байт на комменты. Что думаете по поводу того, если в Гриттером добавить Никса? Будет ли это сильно или это будет очень слабо? Мне кажется, это будет очень-очень сильно. Кстати. И возвратка, и острый наруч, и башер. Я, наверное, возьму башер. У меня все-таки есть Марси, которой не нужны шмотки на скорость атаки. Она просто будет восполнять себе ману, юзать свою способность.
Как ты нашел Марси в двойку? Мне... Ладно, это просто немножко зависть играет. Это играет небольшая моя зависть. Просто в сердечке закроилась. Вот он сейчас ко мне пришел со своим винстриком. Я надеюсь, я его заберу. Души. Ну, Лина, ну давай сильнее. Ну, тычкуй, давай. Ну, не расслабляйся. Молодец. Души. Души. Ну... Не, усиление сейчас отличное. Не спорю, здесь сейчас у меня отличное усиление. Поздно, правда. Очень поздно. Сейчас же кто-то по-любому собьет его винстрик, и я не буду в масле просто. Ну, я не буду под кайфом там и все такое. Я не обмажусь его деньжищами, которые он для меня копил на своем винстрике. Так вот, почему я Муэрту не собираю конкретно в этой катке, почему я не собираю Муэрту? Во-первых, уже есть один челик, который собрал себе Муэрту в двойку, это раз. Во-вторых, есть огромная конкуренция на этого керри. А надеяться на этого керри, когда я его не соберу в жизни, боже, как хорошо идет негритер. Вообще шикарно идет негритер. Тут 3 охотника. Один из них нежить, который уже собрал Муэрту в двойку. Угу. Вот прикиньте, еще я вот сейчас пытался собрать Муэрту. Что бы было? Я бы просто ее не собрал. Вот что бы было. Я бы потратил кучу денег, кучу времени, кучу всего. Хотя на самом деле из-за того, что я ролю слишком рано, скорее всего, я бы мог ее быстрее всех собрать. Но огромная конкуренция. Уже 2 Муэрты в двойку есть на столе. Хотя и... Ну вот на Марсе, допустим, 1 человек есть. По конкуренции. Но я сейчас ролюсь намного раньше. Вот, кстати, еще... Ну не. Ну ладно. Отлично. Просто на лоу хп я успел его забрать. На 19-м раунде у меня 2 гритера в двойку. Замечательно. Я считаю, шикарно. Мне собака в двойку пришел со старта. Но от собаки нет пользы. Конкретно для меня сейчас от собаки нет никакой пользы. Можно было бы, конечно, сейчас еще уровень взять. Но что-то как-то не хочется. Не хочу уровень брать. Я хочу намного быстрее попробовать собрать кучу фигур в тройке. Ну да, вот конкретно я хочу собрать Марси в тройку как можно раньше. Вот, кстати, еще один байт на комментарии. Напишите в комментарии мне, на каком раунде я соберу Марси в тройку. Ну, проверим мою удачу как раз. Я думаю, она не порадует меня от слова совсем. Моя удача. Но Лину, наверное, стоит попробовать в тройку собрать. Почему нет? Хотя есть фигуры намного импактнее Лины сейчас. Я очень опасаюсь того зверя. Он уже фуру... А, у него денег нету. Но если он выставит сейчас 6 зверей, у меня будут огромные проблемы. Еще 3 мертвеца против меня. Ну, 2 мертвеца и 1 охотник-мертвец. Проблема точно есть. Еще есть эльф, которого, ну, не стоит списывать со счетов. Я надеюсь, что после этого раунда он ко мне придет, и мы с ним пообщаемся так, дружненько, тет-а-тет. Марси у него сейчас нет, он ее не собирает, он собирает Луну. И я надеюсь очень сильно, что он еще ее долго не соберет. Но в этой катке мне кровь из носа нужен МКБ. Кровь из носа. Отлично. Есть гритер еще, кстати. Абаддон. Лину, наверное, я оставлю пока что. Можно было бы взять обезоружь, но мне нужен взгляд Азеса. И стальная пластина, в принципе, была бы тоже неплохой. Не, я, наверное, буду пробовать ролить шмотку.
Мне слишком много предметов нужнее, чем текущие. Ну, не скажу, что дезолятор лучшая шмотка. Я бы даже сказал, довольно-таки худшая шмотка. Хотя нет, она не худшая шмотка по-любому. Клевер, кстати, возьму. Клевер работает на гриттеров, и у меня шанс этой фигуры, что она сделает заточение тюрьмы, не 20%, а 25%. Так, напомнил себе, как арканцы работают в каком радиусе. Есть 2 человека, которые играют на винстрике. Надеюсь, эти винстрики они для меня держат. Какой же там огромный друид. Выставить 6 зверей, и он мне лицо снесет. Вот, кстати, еще один плюс, почему я Марси обожаю. Она, когда юзнет сейчас свою способность, она делает кучу тычек, и есть огромный шанс, что сработает башер. Так, 2 хроны хорошо встали, отлично. Так, отлично. Откистай, челик на муэрте. Играй на своей муэрточке. Абаддон, отлично. Кастл сбил винстрик Бурикату. Это плохо. Ладно, я, наверное, Линой все-таки пожертвую. Все-таки, наверное, Линой я пожертвую. Мне намного больше нравится Шаман Лавы. Намного больше мне нравится Шаман Лавы. У него чистый урон. У него в области есть Сайленс. Боже, хорошо, что зверь пока что не фуловый. Если он сделает фуловых зверей, как же он пересумонит всех. Ух. Аж стрёмно становится немножечко. Но... Поставь хрону. Хрону. Вроде бы четко хрону поставил. Я бы даже сказал, сейчас отлично поставил хрону. Минус 12. Маловато, конечно, надо побольше. Вот таких вот людей, которые играют через Мерту, надо побольше. Гида. Где моя Марси? Мне как-то в комментариях писали о том, что я слишком поздно ролю, и из-за этого мне не приходят нужные фигуры. Ну куда ты ему винстрик сбил, алё? Алёша, ты и так на своей нежити играешь через эту вот маску. Ты прикалываешься? Мало ли того, что маску 5-го тира он вытащил. Он еще играет через нежить и через Муэрту. Игра будет тяжелой. Максимально тяжелой для них. Отлично, что чел Марси. Вот смотрите, чел не собирает Марси. Он собрал сейчас 9 эльбов, но он не собирает Марси. Вопрос, где Марси? Боже, там фуловый зверь. Не-не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да, расстановка отличная, чел. Молодец. Молодец. Ой, какой шикарный охотник. Боже, ребята, кто играет на охотниках, делайте всегда такую расстановку. Вы молодцы. Всегда делайте такую расстановку. Не смотрите то, что вы сейчас такой нет. Эта расстановка на охотниках, она идеальная. Особенно против глиттера. Всегда делайте такую расстановку. Шанс победить 110% становится. Я сейчас Марса со стола уберу. Надеюсь, мне придет снисхождение в виде улучшения. Понял. Надо выходить из инкама и, наверное, Абадона искать. Шаман приходит. Спасибо, Марси пришла. Отлично. О, ой, как же мне повезло. Я уже подумал на мгновение, что мне придется попрощаться с Эгидой. Я, кстати, сейчас Эгиду не ставлю. Мне намного больше Шаман Лавы нравится. Ну, кстати, Абадон в тройку... Можно Арканце отдать. Вот так вот сделать. Да. Минус 18 брони стычки. Это сильно. Это много. Вот посмотрите. Боже, посмотрите, сколько тренту я отдаю по лицу. Думаю, если бы не было у меня вот этих 2 предметов, там бы не было столько минус армора. Отлично. Белиссимо. У меня еще винстрик. Боже, пожалуйста.
пусть ко мне нежить не приходит пока что, чтобы я не отдал ему винстрик. Там нет фуловой нежити. Это хорошо. А еще сейчас мобы. Поэтому рулиться я не буду. Я поэкономлю денежки. Малая область у арканцов. Я бы сделал на одну клеточку больше, но... Как думаете, сильно ли сломается баланс от того, если арканцам добавить одну клеточку в радиусе? То есть, чтобы он работал сейчас... Вот так вот и снимаются ролики. Не знаю, было ли это слышно на запись, но это было очень жестко. Ого. Я аж мысль потерял, о чем я говорил. Еще одни, кстати, арканцы упали, отлично. Фух. Я выхожу из инкама и буду искать Абаддона в двойку хотя бы. Ой, в двойку, в тройку. Отлично. Сейчас, ребята, я немножко мысль потерял. Мне надо и в игре сосредоточиться, и прийти немножечко сейчас в себя. Это было очень-очень близко. Да. Как-то... Может так расстановку сделать, хотя... Не, ну эти предметы мне все не нужны. Не, ну взгляд Азеса это прям зачетный предмет. Надо по-любому его брать. Взгляд Азеса на Марсе работает на 110%. Во-первых, скилл Марсия уменьшает на 50% скорость атаки, а взгляд Азеса еще на 50% уменьшает. То есть, по идее, со скилла Марси минус 100% скорость атаки. То есть, если у вас, допустим, у керри персонажа 1.0 скорость атаки, то будет где-то 2.0, по-моему. Ну, если я правильно считаю, то будет так. Кстати, вот фуловый эльф ко мне пришел. Надеюсь, я его вынесу. Мне в этой игре по-любому нужно будет МКБ. Без МКБ мне будет очень туго здесь. Так, уже один челик вылетел. Молодец. А, так это вылетел зверь через суммона. Отлично. Это мне нравится. О, и эльфа я вынес. Эльф вообще без денег сидит. Но зато у него куча хп. Так. Не знаю, может и стоит мне сролить все шмотки сейчас. Ненужные. Я, наверное, Мьёльнир попробую скипнуть. Или не пробовать, ничего не скипать. Талисман слишком полезный предмет. Да, я вот так вот сделаю. И Мьёльнир, и криты. Но я беру криты. Криты, ребят, вот кто думает, что лучше бы я взял Мьёльнир? Нет, берите криты. Смотрите, 9 охотников против меня, и 9 нежити против меня, и 9 эльфов против меня. Все билды против меня собраны. Ну, кроме 9 охотников. Боже, какой ты молодец на охотнике. Как же ты мне нравишься. Ты просто... молодчинка. Расстановка шикарная. Ребята, берите пример с этого охотника. Всегда делайте такую расстановку против Гриттера. Всегда. Абсолютно. В каждой игре. Ладно, на самом деле я рофлю. Никогда не делайте такую сборку против охотника. Против Гриттера. Будет вот то, что я сейчас вам показываю. То, что происходит на этом ролике. Я уничтожаю этого охотника без единого шанса. 28 раунд. А Марси в тройку у меня даже... Ну, даже близко нету. У чела на эльфа... На эльфе нету денег для того, чтобы ролить Марси. Вот нету и все. Но у меня жесткие противники. Вот 9 охотников тоже довольно-таки сильный персонаж. Если он сделает еще правильную расстановку, то он довольно-таки сильный будет против меня. Они делают очень много тычек. И за счет этого они Гриттера могут вывести. Гриттер может не успеть поставить свою хрону, и от этого у него будет очень... Какая жизнь на алхимике. Просто алхимику дал одну тычку.
И он сразу улетел в баш. Мне напоминает... Давай, улучшение. Я буду, наверное, сейчас выходить из инкама и пытаться найти Марси. Я договорю сейчас свою мысль, секунду, по поводу алхимика. Я сейчас попробую найти Марси. Марси, ну давай, Марси. Ну не подведи меня. Гритер еще один. Марси есть, отлично, у меня яичко есть. Все, шикарно. Просто замечательно. Я чуть не промазал кнопкой и не апнул себе гритера в тройку. Это было бы ошибкой. Сначала собираем гритеров всех в двойку, а потом уже апаем гритера. Чтобы у меня получился гритер один в тройку и один гритер в двойку. Иначе, если я сейчас их всех апну, то шанс на то, что он мне будет падать, уменьшится в разы. И для того, чтобы найти гритера в двойку, еще одного, нужно со стола убирать его. Все-таки в действительности шанс повышается. И так как там сейчас 9 нежити есть, я поставлю лучше 3 фигуры нежити, чтобы у меня намного меньше суммонов было после того, как умрет у меня, допустим. Ну вот, смотрите. Вот 9 нежити сейчас. Если бы не было у меня критов, такого бы урона не было. Вот если бы не было критов. И хорошо, что у меня есть все-таки 3 нежити. На, минус... Сколько? Минус 13 я по лицу. Мало, мало. Побольше бы, побольше. Вот побольше бы и было бы замечательно. Шамана лава я пока, кстати, скипну. Я сейчас обратно наберу 50 монет, хп у меня достаточно. Я могу, в принципе, совершить несколько ошибок, пока буду там собирать деньги, ролиться и тому подобное. Ну, у меня есть шанс, что я еще переживу 2 фатальных момента. Вот даже ко мне, если придет фуловая нежить, 9 штук, и убьет все мои фигуры, то я максимум получу, наверное, минус 20, минус 25. Это максимум. Мне сейчас главное найти МКБ. Нахожу МКБ, все. Я эльфа испепеляю, проблем больше даже не вижу. Даже не чувствую никаких проблем. О, эльф ко мне зашел, смотрит на меня такой. А ты какой? Но я больше всего опасаюсь. Это один охотник, один нежить и еще один охотник. Но я больше всего опасаюсь именно нежить. Если у него будет огромная муэр, то у меня будут огромные проблемы. Мое эго будет задето. Отличное усиление. Вау. Этот предмет я буду брать по-любому. Сайленс на 6 секунд, с КД в 15 секунд, плюс там идет двойной урон по нему, плюс все мои фигуры начинают приоритетно его бить, если он в зоне атаки. Боже, там такая муэрта сильная. Заметили, какие там предметы? Там ужасная муэрта. Талисман я, наверное, передам. Да, я передам доминатору. Не, я, наверное, даже Эгиде передам, она больше впитает урона. Хотя, по идее, Абадон больше всех впитает урона. Но из-за того, что Муэрта охотник, она будет бить цель с наименьшим количеством хп. Поэтому в приоритет она будет, наверное, бить доминатора. Ну, Вайда. Вот у меня сейчас 3 фигуры из расы нежить. Кстати, можно попробовать будет собрать двоечку и поставить к своему столу. Ой, как тяжело будет против него играть. Еще и хроны ужасно поставились. Боже. А как он сделал иллюзию Луны? Я что-то не понял. А как появилась иллюзия Луны в тройку? У меня аж нет никакой Луны. Как иллюзия Луны появилась? А ну-ка напишите мне в комментариях. Ну, кстати, то, что я говорил. Не будет у меня МКБ, у меня будет проблема. И вот они начинаются. Главное, чтобы этот эльф не пришел ко мне 10 раз. Если он пару раз ко мне подряд придет, он мне очень много хп снесет. Но я жду все-таки ответ на свой вопрос. Каким образом появилась иллюзия Луны? Это что за бред? Ладно, необъяснимо, но факт. Ну, охотник, как всегда, молодец. 2 хроны, конечно, идеальные. Просто во.
Если бы не было у меня критов, я бы так Муэрту не ваншотнул в этот промежуток времени, в это окошко, пока она не в своей иллюзии находится. Поэтому, ребят, ну не делайте такую ошибку с охотниками. Не делайте такую расстановку, когда против вас гритер. Да, у меня сейчас плохие были хроны. И кто-то скажет, ну, чел МКБ нашел. Спокойствие. Спокойствие, только спокойствие. Но предметы у него просто замечательные. Я ему немножко завидую. У меня предметы намного хуже, чем у него. Я башер все-таки скип и буду искать МКБ. Без МКБ у меня будут проблемы. Давай еще сейчас МКБ ко мне не придет. Не, ну 2 багровых кинжала это еще окей. 2 сайленса лишним не будет. Реально 2 сайленса не будет лишним. Но вам не кажется, что... Спокойствие. Гритер перед смертью успел хрону кинуть. Это радует. Я тут откисаю, да? Да, я тут откисаю. Слишком много тычек у МРТ сработало раз, слишком много магического урона 2. И Сайленс, походу, накинулся не на нее. Я что-то как-то не обратил внимания. Ну, ну-ка, напишите мне в комментариях, на кого Сайленс накинулся. Надеюсь, что мне гритер быстренько придет. Мне нужен один гритер в тройку и один гритер в двойку. Ладно, нет так нет. Ничего страшного. И в этот раз, значит, следующий. Но больше всего мне нужен МКБ. Хотя на самом деле я бы и от башера 4-го тира не отказался. Хотя на самом деле мне сейчас какие шмотки нужны? Крит у меня есть, взгляд Азеса у меня есть. Багровый кинжал у меня тоже есть. Заткнуть Мэрту я смогу, если он ее соберет в тройку. Потому что багровый кинжал сейчас не работает особо как надо. Он затыкает ту цель, которая самая дорогая на столе. А у него, извините, есть... кто там, по-моему, Некр, по-моему, есть в двоечку. И поэтому он затыкает не того, кого надо. Он затыкает... Он затыкает Некра, скорее всего. То есть, либо Духа пятерку. То есть, он затыкает самую дорогую цель. Вот и все. Вот что нужно об этом знать. Как же без МКБ тяжело. Ой, как тяжело без МКБ. Я до сих пор в шоке, каким образом появилась Луна в тройку тогда. Каким образом? Так, Эгида, давай. Эгида. Эгида. Ой, Эгида. Какая Эгида? Гритер. Роль Гритера я говорю, Эгида, приди. Сильная Луна, конечно. Но из-за того, что там чел уже один нашел МКБ, вся синергия эльфов рушится максимально. Если бы он МКБ с первого раза не нашел, а он нашел с первого раза, я уверен, что и киты, и маску он нашел с первого раза. Бум-бум. Боже, не, ну... Это, если что, был урон под багровым клинком. О! Вот теперь хорошо. Вот теперь лично. Но мне нужна маска 5-го тира, мне нужно бессмертие 5-го тира. Кираса мне не особо нужно. Мне одного гритера не хватает, кстати. Одного. Одного единственного. Но я не буду выходить из инкама и пытаться находить гритер, это будет огромная ошибка. Я лучше потихонечку вот так вот. У меня есть 71 хп, мне в принципе никуда не нужно сейчас спешить. Я спокойненько буду ролить. Сидеть в деньгах. Быть вот таким вот мажориком. То есть, ну, чувствовать себя припевающе. У меня на самом деле не самая худшая ситуация. Единственное, что мне не нравится, вот 9 нежити. Соберет Муэрту в тройку, у меня будет огромная проблема. Хотя у меня есть багровый клинок. На 6 секунд она точно заткнется. Ее заставят заткнуться на 6 секунд. Боже, ну мед. Ты вот смотришь на этого охотника, и вот ну мед. Я забираю свои слова назад. Нет, не мед. Это не мед.
Это бред. Муэрта слишком сильный персонаж. Она как фигура очень сильная. Вы просто собираете 6 охотников, ставите Муэрту в тройку, и у нее шанс срабатывания доп. Тычки 50% становится. Под охотниками у нее там заоблачные цифры, она словно что пулемет может настреливаться. Если что, у нее такая скорость атаки была под взглядом Азеса. Она дала одну тычку, сработала тычка охотников, и... Вот хочется багровый клинок этот скипнуть, но он еще полезный мне, понимаете? Что думаете, вот напишите, байт на комментарии снова, ребят, это уже моя фича, поэтому байт на комментарии. Что думаете по поводу того, нужно ли два багровых клинка по игре? Или одного хватает с головой? Что вы думаете? Вот напишите в комментариях. Я считаю, что два клинка не будет ошибкой. Но лучше всего, чтобы он один был. И найти какой-то другой предмет. Ну, мне так кажется. Так вот. Ух ты, яичко. Может, через яйцо собрать Гриттера? Или он так придет? Я через яйцо соберу. Мне слишком нужен Гриттер в тройку. Почему он мне так нужен? Во-первых, область хроны становится намного больше. Это первый момент. Второй момент. КД меньше становится из-за того, что 6 секунд длительности хроны и 12 секунд откат. То есть 6 секунд окно. И в это окно 6 секунд у меня может поставиться еще одна хрона от этого Гриттера в двойку. То есть там окно может быть всего лишь 1-2 секунды. Но естественно, если он успеет закастовать. То есть тут такой, знаете, палка о двух концах. Что, простите? Ты Свена в двойку нашел? Кстати, минус. Он нашел Свена в двойку, я убил только что этого Свена и получил плюшку. Боже, какая ты тварь, а не Муэрта. Ты просто, ты сломанный герой немного. Ну как немного? Ты сломанный герой. Сломанный. Ну ладно, за маску 5-го тира я тебя прощаю. Мне нужен отхил. Без отхила очень тяжело. Хотя в самом деле я бы не отказался от, наверное, Башара сейчас еще сверху. Но лучше всего, чтобы было у меня бессмертие. С бессмертием у меня будет шанс, что Муэрту я смогу через бессмертие вынести. Вот смотрите, кто против меня остался. 9 нежити и 9 охотников. Но 9 охотников то... Аж 2 хроны. Аж 2 хроны накинулось на этого охотника. А ты не хочешь заткнуться? Это ненормально. Короче, Муэрту нужно дебафнуть. Нужно сделать либо ограничение по тычкам, как у Марси. То есть, представьте, чтобы Марси была вот такой вот сильной, как Муэрта. Она же была бы неубиваемой. Битва охотника и битва нежити. Муэрта в двойку против Муэрты в тройку. Но у этой Муэрты огромный контроль. Плюс щит на возврат урона. Тут есть огромный плюс. Как она хилится невменяемо. Просто вы посмотрите. Как же обезруш вовремя сработал. Не, ну Муэрта в тройку намного сильнее, да. Ему даже 9 охотников не помогают, смотрите. Слишком сломанный герой немножко Муэрта. Ее нужно в действительности дебафнуть. Либо сделать ограничение на количество тычек, либо же сделать больше окно нахождения в астральном плане. В астральном состоянии. Каком в астральном плане? Вот это я уже дичь сморзнул. Да, Муэрте нужно либо сделать ограничение на количество тычек. То есть, смотрите, вот как у Марси. Она делает 6 тычек, и у нее, ну, там, 1,5 секунды простой. А вот представьте, если бы у нее этого простоя не было, и она бы просто давала все свои тычки, пока у нее не закончится действие скилла. Это же было бы очень сильно. Это было бы невменяемо сильно. Багрова точно не нужен. Алая или цепь. Нет, я, наверное, это скипну. А, кстати, это хороший предмет.
Вот этот предмет, мана плюс 40, тучка, это очень даже хороший предмет. Я не буду его скипать. И я сейчас расстановку поменяю из-за того, что там есть охотник в углу. Муэрта. Муэрта находится сейчас в углу. Из-за того, что она находится в углу, я трачу много времени, пока стоит хрона на другие фигуры. А так, у меня есть огромный шанс, что я сразу пойду к Муэрте и начну ее бить. Не, ну Марсе плевать. Абсолютно плевать. Она вообще вправо пошла куда-то. То есть, ей дорогу прямо пробивает, она идет вправо. Гениальный герой. Ну, кстати, был бы Башер, она бы сейчас Башере просто. Да ну нет. Да ну да. Отлично. Ой, как мне надоел этот нос уже. Я, наверное, уровень все-таки возьму. Мне нужен дух пятерка. Дух пятерка мне по-любому нужен. Кстати, тебя я пока удалю, ты мне не нужен. И, наверное, я поставлю нежить одну. Зевс. Можно было бы медузу поставить. Ну, Башер 4-го тира бы мне помог. Но на самом деле больше всего помогло мне, наверное, бы Бессмертие, Кираса. Вот Кираса, кстати, неплохо помогает против нежити. Хотя Муэрта бьет магическим уроном отчасти. У меня всего лишь окно 3 секунды, когда она бьет меня физическим уроном, поэтому да. А что такое нежить? А что такое? Не смогли на имбе поиграть, да? Муэрта не спасла сегодня. Я ж двоих вынес. Ничего, бывает. Ух. Не, честно, катка потная. Несмотря на то, что я очень рано ролил, несмотря на то, что мне очень поздно пришла Марси. Вы посмотрите, какая у него Муэрта. А у этого Муэрта какая? У него огромная Муэрта. Хорошо, что у него еще не было бессмертия. Это же был бы вообще атас. Как мне бы его выносить потом? То есть, смотрите, мало ли того, что у Муэрта у меня было бы окно в 3 секунды. Да, у Марси есть прикол. Последняя тычка в комбинации тычек Марси, она идет магическим уроном по области, и тогда тычка проходит. Да, там может сработать тычка от Гриттера, и там 2 секунды тюрьмы сработают. Но, извините меня, 3 секунды окно. Это сильно. И против Муэрты все-таки не нужно брать Кирасу. Против всей нежити в целом, да, против Муэрты конкретно нет. Поэтому против Муэрты лучше всего щит 5-го тира, бессмертие. То есть, вот идеально, как я вижу картину сейчас. МКБ, по-любому, особенно в этой игре. Криты 5-го тира, маска 5-го тира, бессмертие. Башер 4-го тира, ну, в идеале. Извините меня, окно в 2 секунды. То есть Муэрта находится в Астрале, 7, ну сколько там, 6 секунд, и 9 секунд отката, там 3 секунды окно. Если в это время кидается Башер, то она просто стоит чили. То есть, когда она перешла в астральную форму, ей накинулся Башер, и она такая: а где урон? А что такое? Я думаю, тут вы поняли. Ну, в целом, мне нравятся Гриттеры. Мне тут больше даже нечего добавить. Естественно, что думаете вы, пишите в комментариях. А если вам понравилась каточка, не забудьте оставить свой лайк. И также в поддержку моего канала оставьте комментарии. И не забудьте подписаться на мой YouTube канал, потому что цель 5000 подписчиков. А также у меня есть телеграм-канал, где я пишу по обновлениям этой игры, пишу, когда у меня стримы. И веду свой небольшой личный блог, провожу опросы и так далее, и так далее, и так далее. Все узнаете, соответственно, в телеграме. Плюс у нас там чат комьюнити. Телеграм закреплен, если что, в комментариях. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Цель 1000 подписчиков там. А на ютубе 5000. Всем удачи!